Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши замечательные комментарии, пожелания, лайки, подписки. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Чем ты привлекаешь и влюбляешь в себя? Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете и узнаете себя, да? Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе результатов этого расклада, расклад общий, не забываем. Мои хорошие, в любом случае нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Вы и только вы творец своего счастья. Итак, какая вы, какая девочка пришла на расклад? Прям переворачиваются карты. Так, какая вы? Да что ж такое? Ага, и дьявол вышел. Интересно, карты. Так, сразу первая карта мне, девочки, потеря, утрата. При этом утрата у многих взаимоотношений, да, какого-то человека. Ну, я надеюсь, в физическом плане этот человек жив-здоров, но тут утрата, смотрите, женщина стоит и мужчина, он как фантом. Где-то он проживает, может в другом городе, может в этом же, может там в другой стране. Но ментально этот мужчина, он находится рядышком с ней. Он как будто как призрак, видите, и сжимает ей горло, держит ее, не отпускает. Эту историю, может быть, женщина до конца не отпустила. Мало того, что он ее держит за горло, она тут еще его сама придерживает. Этот фантом поддерживает. То есть какие-то воспоминания накрывают, да, как флешбеки, может, картинки из прошлого. Может быть, сознательно там не отпускает женщина эту историю. Может быть, всех мужчин, последующих, настоящих, сравнивает с этим мужчиной. Ну, тут еще за спиной у нее какой-то стоит другой мужчина. У кого-то это новые отношения, но этим же новым отношениям могут действительно мешать непрожитые прежние, да, которые не отпустили эту женщину, и она их не отпускает. У кого-то это потенциальные мужчины, которые за спиной у нее стоят и считывают ее неготовность идти в эти отношения, как будто бы она, опять-таки, да, ну, не готова для нового. Так, а сама по себе женщина муза, яркая, харизматичная, привлекательная, сексуальная, талантливая. Женщина тут прям, ну, огонь. Для многих мужчин. То есть, если вы себя такой не считываете, это вообще не факт, что мужчины вас так не думают, да, и такой вас не считывают и не ощущают. Для многих энергетически наполненная за счет этого лакомый кусочек. Лакомый кусочек в том числе подпитаться этой энергией. Ну, тут женщина, которая поддержит, обогреет, добрые слова найдет в нужный момент. Ну, тут такая. И муза для многих мужчин в чем? Ну, вот это желание творить, что-то там вытворять. Рядышком с вами они чувствуют себя альфа-самцами, вот такими. Мужчина, который может все. Вот в этой энергии своей делитесь, наполняете их. Но также вы тут источник, вы, ваша персона, да, ваши какие-то действия. Может быть, ваша харизма, ваше умение влиять на мужчин. То, какое вы на мужчин оказываете впечатление. Это является постоянным источником для сплетен. Вот там, где вы, вокруг сплетни. Ой. У кого-то источник сплетен это тут, ну, карта дьявол, и тут карта невозможно. Я даже не знаю, как это прочесть. У кого-то, если... Ну, тут могут приписывать вам кому-то это отношения порицаемые в социуме, назовем так, трудно реализуемые. Отношения там, может быть, каких-то там мужчин, которые не свободны, могут тут рассказывать, приписывать вам романы. Или как минимум они замечают, что мужчины
на вас обращают внимание. Вот тут какие-то такие подколочки могут. Даже это вам в глаза могут не говорить, но за глаза могут рассказывать, что да, на нее там кто-то там обращает внимание. У кого-то дальше, у кого-то тут дьявол, это, знаете, очень такие грязные, некрасивые истории могут приписывать вам. У кого-то, если вы там карьеру строите, как пример, вы можете пахать с утра до вечера. Эти люди уже там давно спят и сериалы посмотрели свои и там спят, а вы там еще приходите домой, берете эту работу, и дома еще доделываете, или, ну, в общем, на 3 работах пашете. Но они же этого не видят, они могут просто рассказывать, а, там какой-то мужчина, там, начальник, очень неровно к вам дышит, да, и вот там вы карьеру построили через интересные моменты. Или, в принципе, вы пользуетесь благосклонностью мужчин и можете это как будто использовать. У кого-то и так могут рассказывать, потому что дьявол и сплетни тут не очень красивые какие-то такие приписывают вам, вот, подвиги. Могут. Так, невозможно дьявол. Ну, я озвучила, тут у кого-то история прям действительно труднореализуемая. Прожили, и невозможно быть вдвоем, и по дьяволу тянет, может быть, как сексуальное притяжение, вот зависимость, созависимые отношения. У кого-то так, и у кого-то вы стали этой мишенью для сплетен. Может, вы не догадываетесь даже, да, тут так. А у кого-то вот окно в иной мир, это невозможно. Опять эта история о том, что кто-то начал увлекаться эзотерикой, это как бы новое здание психологии, окно в иной мир, в иное измерение, в иные знания. Из-за чего? Из-за того, что невозможно было то ли быть с каким-то человеком, невозможно пережить было эту утрату любви, может быть, иллюзий, надежд. У кого-то невозможно и отпустить его было, да, этого мужчину. И быть невозможно, и отпустить невозможно, поэтому стали искать ответы на вопросы. Тут эзотерика, психология. Последняя карта говорит о том, что закрываетесь, ставите какие-то блоки, может быть, стараетесь, ну, у кого-то закрыться от этого же мужчины, дабы больше не причинять боль ни себе, своему сердечку, да. У кого-то закрываетесь в принципе, не хотите особо с кем-либо сближаться. Тут как, может, женщине самой собой комфортно и не скучно, и все хорошо у вас, да, ну, самодостаточная. Вот как-то мне так идет. Подпишись на канал и поставь лайк. Чем ты привлекаешь и влюбляешь в себя? Чем ты привлекаешь и влюбляешь в себя? Чем ты привлекаешь и влюбляешь в себя? Читаем. Ух ты. Ух ты. Извините, нервный смех. У меня первая карта дьявол. Ну, слишком много дьявола на один расклад. Ладно. Так. Ну, давайте так, считываю. Сочетание тут, кстати, финансы дьявол для многих привлекаете и влюбляете. Кстати, от вас может исходить такая энергетика, да, энергия такая, да,
благодаря этой энергии, если мужчина с вами находится во взаимоотношениях, если вы его любите, ваша поддержка, вот на вашей энергетике, кстати, у мужчины может быть идти отличный заработок. Вы прям как богиня, уже не помню, какая, ну, короче, в любом случае вы богиня. Девочки, все мы богини. Ты тут, кстати, ну правда, вы как талисман такой прям. Получается, с вами находишься, и мужчины повышается уровень заработка. Ну, у кого-то мотивация даже повышается. Ладно, ради такой богини надо зарабатывать больше. Ладно. Так, теперь серьезно. Чем привлекаете и влюбляете в себя? Ну, могу сразу. Вы привлекательны, женственны, сексуальны. И тут вот во всем этом раскладе есть такие карты, знаете, какое-то сочетание такое. С одной стороны, вас видят женщина, которая, может быть, даже нуждается в помощи. Кстати, да, вот как тут у меня такое, как женщина женственная, ранимая. С одной стороны, вас такой воспринимают. Женщина, которая, может быть, действительно нужно прийти на помощь. Вот в мужчинах вы вызываете вот эти вот такие вот искреннее желание помочь, поддержать, защитить. Императором рядом с вами мужчина чувствует себя. Другое дело, что дальше там с ним происходит, ну это уже, потому как тут все-таки должна озвучить этот император, все-таки он на лошадке, на этой, как на детской, да, ведь и качелька такая лошадка. Другое дело, надолго ли его хватает, и вот эти его желания и стремления, как это все дальше прикладывать в реальной жизни. Ну, мы же не снимаем ответственности из себя, да, почему у него эти желания могут потом пропадать. Или он изначально, вы в нем это желание, как вам сказать, зажигаете, да, если можно так сказать, а потом куда оно девается. Ну, ладно, тут уже совсем другая история. Но в любом случае, рядом с вами мужчины сразу, они как расцветают, плечи раскрываются. Вот ему хочется быть вот таким императором. Ну, надеюсь, не вот таким Наполеоном, да, в палате номер 6. Ну, вы поняли, да? То есть, действительно, у вас это считывается. Женщина, ради которой нужно показывать свои наилучшие качества, стараться, быть лучшей версией самого себя. Это все есть, это в моменте вот мужчины так. С другой стороны, тут вообще карты такие. Если мужчина проявляет себя, тут по слуге воздуха, видите, тут танцует, тут он что-то тут одел наушники, вообще на своей волне, занят своими делами, ушел в себя, вернусь не скоро, то ваша реакция, вот смотрите, карта мир. Женщина, которая оседлала весь земной шар, взяла в руки тут пистолет, дела ковбойские, тут сапоги, шляпу, и отвернулась пятой точкой от этого мужчины. И говорит, ну, мир, завершение. Я делаю выбор в сторону себя. Я не потерплю к себе вот такого отношения. То есть, если где-то, может быть, разово, не специально там, детский, да, жаргон, не специально, ну, неосознанно, мужчина там на своей волне, он там ушел в себя, да, игнорирует вас, какие-то там ваши потребности, желания, да, может, одноразово это и прокатит, но если постоянно он таким будет, холодным, отстраненным, то есть не будет вам давать внимания, заботы, поддержки, вы привлекаете и влюбляете мужчин в себя тем, что они вас считывают женщина, которая не будет с таким мириться. Ну, может быть, с невниманием, с отсутствием поддержки. В принципе, если мужчина там на себе зациклен, да, тут он в себе, для себя и все про себя, то нафиг, тут точно пятую точку покажете, еще и с пистолетом в руке. Вот вас такой видят. С одной стороны, женщина, которой хочется заботиться, и она ранимая. С другой стороны, свои, как вам сказать, рамки, границы тут выстроены, и уважение к самой себе есть. Ну вот мне так идет, да. Другое дело, каким это опытом, да, у вас все это, как вам сказать, с чем это связано, вряд ли сразу вы так стали себя вести. Но на данный момент, да,
вы нравитесь мужчинам тем, что у вас выстроены четко рамки границы, они это считывают. Вас хочется защищать, обижать вас не хочется. И даже рисковать, знаете, какие-то поступки такие совершать, знаете, проверять ваши рамочки границы не хочется. Но тут дальше карта, тут карта свечи, иллюзии. Странно, черная вдова вышла еще. Я, конечно, не буду это считывать так, что с вами боятся иметь дело, потому как думают, если как-то по-гадски с вами будут себя вести, то вы яду подсыпите. Ну, давайте так, я не знаю, как это считать. Честно признаюсь сейчас. Свечи, иллюзии, черная вдова. Я вот в контексте вот этого могу это считать так, что женщина не на ровном месте такой стала, и не на ровном месте вы это все транслируете. Карта свечи и карта иллюзии. Может быть, поработали над собой, выводы сделали из прежних каких-то болезненных, созависимых отношений. А вы, кстати, склонны по карте дьявол, может, в прошлом и были эти там... Опять. У кого-то токсичные отношения, у кого-то выбор партнера, такой партнер, который приносит боль и отпустить долго не могли. Но на данный момент вас вот видят такой женщиной, которая не потерпит отношения к себе такого. И вот вы этим привлекаете. Так, у кого-то прям чем привлекаете? Тем, что можете, ну я тут буду так считывать эту карту, свечи, иллюзии. Женщина, которая может сама себе помощь оказать. В каком плане? Ну, не опускайтесь до каких-то там истерик, претензий никому. Как будто женщина, ну, тут стремится, понятно, к здоровому, не знаю, как это, психическому состоянию. То есть не перекладывайте ответственность там на мужчину в данном случае. Я хочу быть счастлива, я буду счастлива. А если ты будешь себя как-то проявлять и пытаться там испортить мне настроение, пофиг, значит, я тебя вычеркиваю из своей жизни. Вот тут даже так мне идет. Ну, как-то мне так идет. Так, черная вдова, это о чем? Ух ты, ну черная вдова, я спрошу о чем? Карта справедливость. Тут как будто бы как к вам человек вот будет проявляться, так и вы в ответ. То есть если он будет вам боль причинять, ну, отстраняться, да, там, манипуляции какие-то, ну, по черной вдове считываю справедливость. Ну, как будто бы все, вы не будете давать ему внимание, любовь, поддержку, свои ресурсы раздавать не будете. Тут не зря она с мечом, это справедливость, и глазами завязанными. То есть все, я сделаю четкий выбор в сторону здоровых отношений и себя. То есть, другими словами, ты из моей жизни уйдешь. В лучшем случае на своих ногах, да? Так, ладно, девочки, какая вы еще, какой вас, ну, скорее, с чем вы привлекаете и влюбляете. Так, а вообще, эта карта говорит о том, что вы посланник высших сил. В смысле, добрая, заботливая, нежная, хорошая мамочка. У кого-то род деятельности связан, ну, может быть, помощь оказывать разного рода. И вот эту карту я буду так считывать в контексте этого. Женщина, которая может слышать, видеть, ну, эмпат, понятно, считывая эти эмоции, но тут видеть, слышать, как бы между строк, то, что, может быть, другие не заметят, а вы это увидите, вы это считаете. Мало того, что это считаете, вы еще и поможете человеку. У кого-то психолог, да, тут, у кого-то, ну, уже не знаю, девочки, сами думаете, в любом случае, тут такой человек, как будто бы у вас тут эти тонкие настройки. Правда, вам нужно это развивать в себе. И вас, ну, вы привлекаете, влюбляете тем, что, может, умеете слушать, умеете, опять-таки, видеть то, что другие не видят, повторюсь, и слышать, между строк, делать правильные выводы, в нужное время, в нужном месте, опять-таки, поддержку оказать человеку. Это важно. Тут вас выделяют вот этим вот. Необыкновенная, но тут это мудрость скорее ваша, тоже мудрость, да, может быть опыт, может желание, вот это все-таки человек добрый, да, я же повторюсь, как будто бы высшие силы вот обнимают, вот такое вот ощущение у многих, вот вы привлекаете, влюбляете в себя, тут же не просто мужчины, тут, ну, в принципе,
это такое ощущение с вами, как поговоришь, может быть, как нужное вовремя информацию получишь. Тут больше эмоционально, как, вот, как глоток свежего воздуха. Ой, ну да, или как воды чистой, как из родника напился. Но я понимаю, насколько это звучит, может быть, пафосно, но мне в данном случае так и хочется сказать. Для многих вот вы являетесь тем самым спасателем. Другое дело, насколько вы свои ресурсы при себе оставляете хоть для себя чуть-чуть, да, тут это уже другой разговор. Чем привлекаешь и влюбляешь в себя? Повторюсь, это же не просто мужчина, это в принципе женщин, окружение какое-то. Вас видят такой. То смотрите, карта магнетизм. В принципе, харизматичная. Магнетизм. Может быть, сочетание даже. Вот, проявления какие-то. Ну, для мужчин понятно. Тут роковая для многих красотка. Привлекаете. Интересно. Сочетание. Влюбляете, привлекаете. Ну, кто-то из вас, кстати, не свободен, да? Ограничения. И, кстати, какие-то мужчины могут считывать вас. Кстати, вот смотрите, как розочка такая красивая, да? Она как под колпаком. Они могут вас, мне так идет, прям считывать. У вас, как будто бы вы не совсем тот выбор сделали, по их мнению, но заслуживаете большего, лучшего, большего счастья, да? В личной жизни. Вот почему-то мне так идет, кстати. Вот как будто бы такая розочка, а может быть другой, как такой бриллиант другой огранки, лучшей огранки, да, заслуживает. Но это мне так идет. При этом, ну, как будто бы вас довольно-таки высоко оценивают во всех смыслах. Тут женщина, ну, знаете, как в каждой женщине есть изюминка, а тут сплошной изюм такой мне идет. Так, радость. В принципе, вы радость людям несете и умеете радоваться. Это очень важно. С вами многие могут, знаете, как почувствовать себя как ребенок рядом. Но за счет, может быть, вашей искренности, искренней поддержки, вниманию вашему искреннему. И в вас вообще вот это есть, вот энергетика такая, как ребенок. Правда, это же очень важно, уметь радоваться каким-то мелочам даже, которые нас каждый день окружают. Многие из нас, к сожалению, разучились. А тут опять-таки с вами как пообщаешься, это как с близким каким-то человеком. При этом вот эта искренность, она считывается. Ну, вот такой у меня расклад, девочки, сегодня про вас. Вот этим всем вы привлекаете и влюбляете в себя. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.